Благодарим Андрея и Нину. Я скажу, что сегодня вечером они продолжат желать нам Божье благословение через псалмы, через приветственное слово. Тема гордости будет звучать в нашем собрании сегодня еще, а вернее, как от нее избавиться. Гордость по тому, как она влияет на наши отношения, создает похожие проблемы, как те, которые мы сейчас попали в этот карантин, в эту изоляцию, когда мы вынуждены, соблюдая постановление правительства, рекомендации Министерства здравоохранения, вынуждены где-то сторониться, вынуждены где-то соблюдать дистанцию. Кто-то вынужден был быть в какой-то самоизоляции, прибыв с другой стороны, или, возможно, имея какой-то контакт с лицом подозрительным, имеющим инфекцию. И этот карантин, этот вирус наши отношения разрывает или нас друг от друга отдаляет. Гордость делает это намного серьезнее и жестче, потому что она влияет на духовную сферу. И гордые люди друг друга сторонятся, гордость разрушает отношения. Гордость отдаляет людей друг от друга. Они могут быть очень близко, вроде бы, но гордые сердца очень далеко друг от друга. Толковые словари примерно так определяют, что такое гордость. Это такое завышенное чувство собственного достоинства. Или чрезмерно высокое мнение о себе. Это осознание своего превосходства над другими. То есть гордый, он ставит себя выше других. И уже в двух притчах сегодня мы слышали, как это проявляется, когда человек сам себя возвышает. Возвышает над другими. Итак, текст Писания, читаем первый отрывочек из Псалмов. Гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говоря свысока. Гордое сердце, оно так себя возвышает, с одной стороны, а других так умаляет, что он, когда и видит других людей, то в его глазах они такие маленькие, такие незначимые, что даже не стоит его внимания, его заботы, его уважения. То есть гордые глаза, они смотрят свысока. Не бывало ли в нашей жизни, когда кого-то мы посчитали низшим за себя? Может быть, потому что его социальное положение или работа низшая, дворник или грузчик, и мы смотрим, я такой важный. Гордость также проявляется тем, что гордые люди становятся раздражительные, гневливые, им все вокруг не нравится, все не по-ихнему. Смотрите, притчи Соломона, цитата отсюда. «От высокомерия происходит раздор, надменный разжигает ссору». То есть конфликты там, где гордые люди. Вот почему конфликты в семье, вот почему разногласия, несогласия, отсутствие единства в церкви. Гордость злится, ему кажется или ей кажется, что все не так, как бы он или она сделала, а это неправильно, потому что он-то знает лучше, как это делать, каким темпом это делать. Как лучше было бы сделать, а кто-то делает не так, значит неправильно, не по-его. Гордость очень своевольна, упряма. Она говорит, а я так сказал или сказала, или будет по-моему. И очень трудно подчиняться, когда это нужно, в семье или в каких-то отношениях. Она неуступчива. Гордость очень не любит, когда ее обличают. Еще одна притча. Не любит распутный
обличающих его. Слово «распутный», буквально значение этого слова иезерейского, тот, кто хвалится, или тот, кто гордится. Вот тот, кто гордится, он не любит тех, кто его обличают. Как это так? Я не прав. Такое не может быть. Ты не прав. И это проблема, потому что как гордому исправиться, если его обличают, ему это не нравится? То есть он не видит своих ошибок из-за любви к себе, к такой вот, как ему кажется, непогрешимой персоне. Поэтому выход или исправление в том, чтобы мы наоборот говорим: обличай меня, я буду слушать. Когда мы наоборот говорим: я здесь не прав, и признаем свою вину, и исповедуемся. Выход в том, что мы готовы подчиняться. Об этом говорит Писание, что подчиняйтесь друг другу. Гордость также проявляется тем, что она очень завистлива. Гордость порождает зависть. Отрывок из Писания – это слова апостола Павла о сотрудниках, которые, узнав о том, что он выпал вроде бы из служения, его он в тюрьме, и вот какая была их реакция. Некоторые, правда, по зависти и любопрении начали очень ревностно служить на том поле, где делал служение Павел, из зависти и по любопрению. И он продолжает: ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. То есть у этих людей, у этих братьев, у служителей была зависть к тому такому высокому и влиятельному положению, которое занимал Павел в той местности, где они проживали. Они думали, что почему не я в центре всего внимания церкви? Когда Павел в тюрьме, теперь мы будем ревностны, теперь мы будем стараться. Желание выйти наперед, желание, как конкуренция в бизнесе, подавить конкурента. Зависть или ревность о том, что кто-то выше, не дает спокойствия. И Павел призывает: братья, не с такими мотивами мы должны делать дело Божье. Не желанием занять первую позицию, не желанием, чтобы привлечь к себе внимание, а наоборот, давайте служить просто потому, что мы хотим служить, потому что мы понимаем себя меньшими и хотим кому-то послужить. Даже так, почему мы чем-то иногда гордимся? Тем, что мы имеем, или том, в чем мы преуспели. Даже не потому, что мы что-то имеем, а потому что, когда мы что-то имеем, смотрим, а у другого меньше. Есть такая фраза: человек гордится своим богатством. Но не просто богатством. Он тогда гордится, когда он имеет, а у кого-то меньше. Как пример. Если бы у кого-то из нас, или кто нас смотрит, не знаю, потому что здесь, наверное, навряд ли есть такое, была зарплата $3000. У меня $3000 зарплата, а у этого брата Сергея, что он там? То есть, когда я имею 3000, а он там $100, то это... А когда в Америке $3000, такую зарплату ты бы имел, то там это... То есть имеет значение даже не то, что ты имеешь, а то, что ты имеешь, это больше, чем тех, кто возле тебя. Лучшая машина, лучший дом, одежда, положение, успех. Это проблема зависти, ревности, когда мы хотим чем-то, но выделиться. Еще один текст из Писания Нового Завета, слова апостола Иоанна. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас». Слова очень уважаемого в то время, самого уважаемого человека, живущего на земле в то время в церкви, апостола Иоанна. Тогда к тому времени уже все апостолы покинули землю, их души были с Господом, а Иоанн еще был живой, старец, уважаемый всеми. Но, оказывается, не всеми. Был человек Диотреф, он нес
какое-то служение в церкви, и ему очень не хотелось, чтобы Иоанн приезжал в его церковь. Потому что приедет Иоанн, и все внимание к Иоанну. А он хотел, чтобы все внимание было к нему. Вот. Любящий первенствовать, любящий быть на первом месте. Поэтому не надо говорить о том, что это только у других, у нас такого не бывает. Когда кто-то занимает то положение, или то служение, или те почести, которые бы мы бы хотели, чтобы он занял. Чтобы я занял, а он занял. Радуюсь я этому или не радуюсь? Не так легко радоваться. И это потому, что вот это наше «я», мы не так легко и быстро с ним расправляемся. Снова история, которую уже Иоанн пережил на себе в молодости, когда уже он был человеком, который проявил какое-то свое «я». Евангелие от Марка – это просьба двух братьев, Иоанна и Иакова. «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Кто хочет быть большим между вами, да будет всем слугой». Кто хочет быть большим? Вот какие их были размышления. Вот Иоанн советуется с своим братом Иаковом, или наоборот, Иаков с Иоанном. Говорит: ну кто из этих 12 больше? Давай проголосуем. И вот они двое: конечно, мы больше. Мы явно больше, чем они. Давай пойдем теперь к Иисусу Христу, пусть Он это наше желание утвердит. Вот мы что, не то как эти там, мы лучше, мы больше. И видно по реакции других учеников, что те тоже имели похожие мысли. Потому что они очень вознегодовали, когда узнали, что вот, эти думают, что они больше, а мы что? Мы точно не меньше их. И даже вот досада, негодование, Иисус говорит: дорогие мои, я вас всех люблю, но вы не в ту сторону думаете. Большим становится не через то, что ставит себя большим, а через то, что делает себя меньшим и служит. Через некоторое время будет другая история, когда они вместе вечеряют, и никто не считает себя меньшим, чтобы мыть ноги кому-то. А нужно так, по обычаю. Иисус берет тазик и моет им ноги и говорит: ну что, теперь поняли, кто больше? Господь желает, чтобы мы не ставили себя выше, не завидовали, не ревновали друг другу, а наоборот, искали возможности друг другу послужить. И даже если я что-то в своей жизни имею больше, чем другой, в чем-то преуспел больше, чем мой брат и сестра, то это, скорее всего, для того, чтобы этим, что я имею больше, я поделился или послужил. То есть не чтобы этим величался, а наоборот, чтобы этим я служил. Гордость также очень обидчива, очень обидчива. Вот когда мы имеем это чувство обиды, когда мы даже говорим: мое «я» задето, или меня ставят ничто, или я недостоин так, чтобы со мной говорили, или так ко мне относились. Опять, когда мое «я» кто-то понижает, и это «я» очень возмущается, и ему очень некомфортно. Я на тебя обиделся. Слова Евангелия также об этом. Гневаясь, не согрешайте. Солнце не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Здесь говорится о очень таким огорченном сердце, о недовольном сердце, которое также бывает, когда есть обида. Когда мы на кого-то разгневались, и Бог предупреждает, что эти чувства неправильные. Их нужно поскорее своего сердца вынести, выкинуть, избавиться, потому что с этим огорчением, с этой обидой, с этим гневом мы даем право лукавому дьяволу иметь власть над нашими эмоциями и даже над нашей жизнью. Есть такая старая поговорка:
кто ложится спать в гневе, тот делит постель с дьяволом. То есть, как бы он приглашает на ночь к себе дьявола, потому что солнце зашло, а гнев еще в его сердце. Недавно вспоминали притчу об отце и об двух сыновьях. Мы говорим обычно притчу о блудном сыне. Там есть старший сын, которому не понравилось, когда отец принял этого вернувшегося, разгулявшего все, потерявшего все имение этого блудного сына. Помните, в притче описывается, когда все радуются, весь дом радуется, отец радуется, слуги радуются, а сын стоит разгневанный, обиженный и не желает войти. И отец выходит, просит его: сын, войди. А он надулся. Как это так? Того уважают, а меня что? Мне должны были уважать. Это напоминает, когда мы видим своих детей, он надулся, смотрит из-под лобья, нижняя губа выдвинулась, он очень недовольный. И обычно это для того, чтобы привлечь к себе внимание, к своей персоне. Вот я, что, меня не замечают? Или меня игнорируют? Или мы иногда говорим: слушай, будь с ним осторожнее, он такой ранимый. Почему он такой ранимый? Гордость и ранит, с одной стороны, вот она гневается, раздражается, но гордость также проявляется тем, что она очень ранима. Меня не трожь, вот, его можешь трогать, а меня нет, я ранимый. Это мое я. А вот как Бог повелевает нам, чтобы мы относились к тем, кто нас обижает или ранит. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Иногда мы думаем о том, что я что не обижаюсь, но любое непрощение, любой гнев, любое нежелание проявить доброту, разрыв отношений – это и есть обида. То есть правильные отношения, то, как Христос говорил, это Его слова, и так, как Он жил. Вот как Христос жил, когда Его ранили, оскорбляли, избивали, издевались над Ним. Как Он относился? Нет ни одной истории или случая, чтобы Он за то, что «ах, вы мне так, а я вам так». Есть, наоборот, истории, случаи, Его распинают, а Он молится за распинающих. То есть Он желал добра. И если мы начнем молиться о том, кто меня ранил, молиться о том, чтобы Бог его благословил и дал ему и мудрость, и жизнь, и всего хорошего, то это не даст обиде закорениться в сердце. Знаете, я готовился к материалу и нашел, что таким уже утвержденным столетиями, общепринятым символом или признаком гордости, знаком гордости является зеркало. То есть человек любит любоваться, зеркало, смотрит себя, видит себя. И это все понимали еще даже в древности, поэтому иногда, как верующие боролись с этим, а если они даже вешали зеркало, то так, чтобы оно было обрамлено, на раме были Христовы распятия. И даже если ты смотришь в зеркало, ты не себя видел, а видел, что Христос распятый. Вот место твоей гордости. Гордость – это противоложное тому, что Бог говорит любовь. То есть гордость – это самолюбие, а любовь – это когда ты любишь другого. И поэтому самым таким радикальным или самым лучшим лекарством от гордости – это и есть любовь. Если мы говорим о том, что гордость подобна вирусу, это очень злой вирус. И самый распространенный вирус, и от которого очень трудно вылечиться. Но есть хорошая прививка от гордости. Это прививку, которую делает Бог в наше сердце, когда посылает нам любовь. Известные слова, давайте цитата из этого гимна любви. «Любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Вот все то, что делает гордость, вот эти симптомы гордости, этой болезни, то любовь это не делает. У любви другие симптомы. Если гордость разъединяет, отдаляет, то любовь, наоборот, соединяет, делает братство, делает единство, делает одно сердце. Любовь. И Господь желает наполнить нас своей любовью. Любовь, которая все побеждает, и даже гордость. В заключение цитата одного известного английского писателя Честертона. Цитата. «Если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я говорил бы о гордости. Если бы мне дали прочитать только одну проповедь, вряд ли меня попросили бы прочитать вторую». То есть он понимал, что если он скажет эту первую гордость, это многим не понравится, потому что это многих заденет, потому что это как бы всеобщая проблема. И, скорее всего, меня второй раз бы не позвали. В действительности, когда мы рассуждаем о гордости, мы должны видеть себя, чтобы Бог нас исправлял. Не знаю, если Бог позволит, если меня еще позовут, и если вы меня включите через неделю, я планирую снова говорить о гордости, если Бог позволит. И дал бы нам Бог, чтобы мы Его любовью были Его соединены. Даже в это время, которое так много нас рассоединяет. Мы имели бы одно сердце, один дух, и это было благодаря Его любви и для Его славы. Аминь.